Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я поделюсь с вами необычным рецептом холодного дрожжевого теста. Холодное оно потому, что подходит в холодильнике. Но у него есть еще одна особенность. Оно готовится с добавлением соды. В процессе приготовления я обязательно расскажу вам, для чего нужно добавлять соду. Сегодня я буду печь из него рогалики со сгущенкой. Итак, начнем. Для начала растворим 7 грамм сухих быстродействующих дрожжей в 125 граммах молока. Теперь подготовим сухие ингредиенты. В 500 грамм муки добавляем 30 грамм сахара, 6 грамм соли, не более 2 граммов соды. Хорошо перемешиваем и отставляем в сторонку. Теперь смешиваем 1,5 яйца с 50 граммами мягкого сливочного масла, а один желток оставляем для смазки рогаликов. Добавляем ванильный экстракт или ванильный сахар и 125 грамм кефира. Все продукты обязательно должны быть комнатной температуры, поэтому достаньте их из холодильника заранее. Добавляем молоко с дрожжами и хорошо перемешиваем. Сдобное тесто на молоке и кефире в равных пропорциях всегда получается более воздушным и мягким, и дольше остается свежим и не черствеет. В муке делаю лунку. Выливаю жидкие ингредиенты и первоначально замешиваю лопаткой. Количество муки зависит от ее качества. Тесто должно получиться мягким и эластичным, не забитым мукой. Замешиваем тесто в миске, пока не соберется вся мука. Это тесто универсальное. Оно подходит практически для любой выпечки, как сладкой, так и несладкой. Теперь выкладываем тесто на стол и продолжаем вымешивать на столе. А теперь я расскажу вам, зачем мы добавляем соду в дрожжевое тесто. Небольшое количество соды убирает привкус и запах дрожжей из теста. Если вы добавите не более 2 грамм, вы не почувствуете в тесте ни запаха, ни вкуса соды и дрожжей. А еще сода очень хорошо завязывает клейковину в муке и делает тесто более мягким и эластичным. Благодаря этому тесто будет очень легко раскатываться и не будет съеживаться. Тесто вымешиваем до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к столу и рукам. На это обычно уходит около 10-15 минут. Вот такое гладкое тесто у меня получилось. Оно абсолютно не липнет к рукам, но при этом остается очень мягким, эластичным и не забитым мукой. Подкатываем тесто в шар. Миску и тесто смазываем растительным маслом. Накрываем полотенечком и оставляем подходить первый раз при комнатной температуре на 30 минут. Через полчаса тесто у нас немного поднялось, дрожжи начали работать. Перекладываем тесто на стол и делаем ему первую обминку. Снова подкатываем в шар. Возвращаем в миску, накрываем полотенцем и убираем дозревать в холодильник. Тесто в холодильнике у меня простояло 1,5 часа. Перекладываем его на стол, слегка обминаем. И делим на 4 части. Из каждой части у нас получится 8 рогаликов. Каждую часть округляем. Смазываем коврик и скалку растительным маслом и раскатываем тесто в пласт толщиной в полсантиметра.
Получившийся круг разрезаем на 8 частей. Сначала на 4 части, а потом каждую часть еще раз пополам. На получившиеся треугольники выкладываем по чайной ложке вареной сгущенки. И заворачиваем в рогалик. Перекладываем на противень, выстеленный пергаментом, и смазываем желтком с добавлением столовой ложки молока. Выпекаем в разогретой до 190 градусов духовке 20-25 минут без конвекции. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Если она полностью сухая, значит все готово. Друзья, если вам понравилось видео, поддержите меня лайком и подпиской на канал. Всем пока и до новых встреч!